приоритет человека в контексте развития и создания искусственного интеллекта, равного доступа к социальной сфере, к образованию, основанному на новых технологиях, право на доступ к глобальной сети интернет для каждого и многие другие направления. Также был разработан проект Декларации глобальных цифровых прав человека, что станет основой для нового глобального устойчивого развития. В свою очередь откроет врата формирования глобального права для создания глобального управления. В целом можно сказать, что глобальные процессы развиваются неотвратимо и динамично, но крайне неравномерно и очень противоречиво. Поэтому необходимо урегулировать данные вызовы, формируя системную работу на всех уровнях, начиная с научно-теоретического уровня, то есть формировать консенсус и общее понятийное поле между глобальными исследователями, поэтому роль таких исследователей, как мы, достаточно повышается в новом контексте, потому что именно нам предстоит осмыслить ту волну изменений и дать более актуальные ответы на вопросы, с которыми не справились наши предшественники. Дальше на уровне правового регулирования необходимо инициирование разработки соответствующего нормативного правового климата, который стал бы эффективной основой для построения управленческих институтов и правоприменения. И в условиях современного развития глобальных процессов уже на этой основе необходимо формировать не силовую, не иерархическую модель, систему глобального управления и усилить механизмы его взаимодействия со всеми внутригосударственными правовыми системами. И основой для этого послужит концепция цели устойчивого развития, поскольку как раз-таки на достижение устойчивого развития будет направлена будущая система глобального управления. И с этой целью необходимо учитывать плоды четвертой промышленной революции. И поскольку усложнение и глобализация общественных отношений требует больше свободы каждого человека, то есть действовать в своих интересах, которая станет основой современного и развивающегося глобального права. В будущем концепция устойчивого развития будет уже, наверное, рассматриваться с позиции не только социально-экономических, экологических целей, но и включать в себя образовательные, управленческие и правовые цели, поскольку как раз-таки за достижение и стратегическое развитие этих целей мы сможем сдвинуть все иные направления в направлении преодоления социальной дифференциации, экологических вызовов цифровизации и многих будущих. В заключение отмечу, что для формирования глобального управления в целях устойчивого развития нам необходимо глобальное исследование мировых научных центров, формирование глобального образования. Нам необходима системная работа, начиная с научно-теоретического и образовательного уровня. Необходимо подготовить международно-правовые системы для управления новыми рисками цифровой глобализации, не допустить очередной силовой эскалации международных отношений, цифрового неравенства, глобальных рисков, катастрофических и неравномерно развивающихся вызовов, в том числе в области искусственного интеллекта, который способен воспринять те модели управления, которые господствовали на планете, использовать и обратить их против нас. Мир в значительной степени изменился. Теперь вопрос, насколько быстро изменимся мы. Спасибо большое за внимание. Готов буду ответить на вопросы. И рад буду сотрудничать с каждым, кто заинтересуется этим направлением в контексте проектов Global Shapers, глобального правового форума и в целом деятельности молодежного посланника цели устойчивого развития в России. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Максим. Спасибо большое за вашу презентацию. Уверена, у участников накопились вопросы не один. Если они есть, то просьба задавать их либо путем поднятия руки, либо путем написания в чат. Пожалуйста, слово участникам. Да, спасибо большое. Я бы хотел задать вопрос по концепции устойчивого развития. Как вы считаете, кто на сегодняшний день является самым таким динамично ярким и наиболее популярным сторонником? Сторонником концепции.
кто продвигает эту концепцию на мировом уровне. Если же в научном направлении для меня являются фундаментальными работы Аркадия Дмитриевича Урсула, поскольку он один из первых осмыслил повестку устойчивого развития в России. Достаточно у него фундаментальная работа. Для тех, кто не знакомился, ранее следует их, думаю, прочесть, поскольку очень понятным и доступным языком описывал как тенденции, так и перспективы развития устойчивого развития. Спасибо большое. Здравствуйте, можно задать вопрос, пожалуйста? Да, конечно. Вы правильно заметили, что, по сути, в настоящий момент времени цифровые технологии меняют историю, они уже, можно сказать, идут настолько быстро, что мы за ними не успеваем. И в связи с этим хотелось бы, возможно, несколько пофантазировать и послушать ваше мнение касательно как раз-таки вашего проекта «Глобальные цифровые права человека», который, как я правильно понял, по вашей инициативе как раз-таки и разрабатывается, и продвигается. Как вы думаете, сколько нам потребуется времени, чтобы реализовать его по-настоящему, чтобы он перешел из стадии проекта вот уже в настоящее существующее такой законопроект? Спасибо. Если мы будем рассматривать именно первый уровень, именно уровень принятия самой декларации, я думаю, что в течение ближайших 2 лет нам это крайне жизненно необходимо, поскольку все так развивается крайне нелинейно. Поэтому даже на Конгрессе глобалистики последнего отмечали что в течение 2 лет необходимо скорее принять эту декларацию и уже начать именно разработку конвенции, поскольку декларация – это всегда не общеобязательный документ, а конвенция как раз-таки позволит нам реально влиять на современный мир и как-то менять это направление. А если говорить о том, сколько займет именно самой реализации всех этих направлений, поскольку в рамках концепции предполагается рассматривать весь процесс внедрения технологий сквозь призму человека, то сейчас мы наблюдаем скорее это какие-то интересы отдельных корпораций, которые там в узких группах решат, как мы все будем жить в этом мире, и крайне это нестабильно и негативно влияет на нашу жизнь на самом деле, поэтому если говорить о реализации самой концепции глобальных цифровых прав человека, я думаю, потребуется десятилетия, чтобы перенаправить цифровизацию, и с точки зрения правового регулирования действовать уже активно нужно нам сейчас всем, потому что даже факт, что мы сейчас обсуждаем, это тоже повышает вообще необходимость и вообще важность этой концепции, поскольку сейчас в крайней степени развиваются квантовые вычисления, мы на пороге уже некоторой квантовой революции, если все будет переходить очень быстро, и появятся какие-то компании, которые первые завладеют квантовыми технологиями и начнут выстраивать свою политику, основываясь на искусственном интеллекте, то, скорее всего, нам уже можно будет думать и о квантовых правах человека, поэтому все это должно произойти крайне быстро, я считаю. Поэтому Спасибо приглашаю большое. всех распространять идею, принять участие, делиться предложениями также. Спасибо большое за вопросы, спасибо большое за ответы. К сожалению, время у нас ограничено, поэтому предлагаю переходить к следующему докладу. Дело в том, что студенты факультета глобальных процессов приняли участие в отборе тезисов и подготовили свои презентации, посвященные ноосфере, цифровизации, роли искусственного интеллекта в устойчивом развитии. Поэтому сейчас бы хотелось представить студентку 2-го курса Томку Дарью и ее доклад. Пожалуйста. Здравствуйте. Мне сейчас Влада поможет немножко провести презентацию. Так. Спасибо. Я могу начинать. Свое выступление хочу поделить на 2 части. Сначала дам общее представление о концепции ноосферы Вернадского, и затем перейду к тому, какие существуют риски жизни в этой самой ноосфере. Можно следующий слайд, ладно. Известный русский ученый Вернадский почти век назад ввел в широкую научную общественность новые понятия, в актуальности которых сейчас убеждаемся все больше и больше.
Понятие ноосферы, как обтекающий земной шар идеальной мыслящей оболочки, формирование которой связано с возникновением и развитием человеческого сознания, ввели в оборот в начале XX века другие французские ученые Теilhard де Шарден и Лерц. Но Вернадский развил эту концепцию, он наполнил этот термин новым материалистическим содержанием, понятное обывателю и научной общественности. Он считал, что человечество как элемент биосферы неизбежно придет к пониманию необходимости сохранения всего живого на Земле и превратит оболочку планеты в единую сферу, ноосферу, сферу разума. Сегодня под ноосферой мы понимаем высшую стадию биосферы, связанную с возникновением и развитием человечества, которая, познавая законы природы и совершенствуя технику, начинает оказывать определяющее влияние на ход процессов на Земле и также в околоземном пространстве, изменяя их своей деятельностью. Следующий слайд, пожалуйста. Осознавая огромную роль и значение человека в жизни преобразования планеты, Вернадский употреблял понятие ноосфера в разных смыслах. Как вы видите на экране, первое, как состояние планеты, когда человек становится крупнейшей преобразующей геологической силой. Второе, как область активного проявления научной мысли. И третье, как главный фактор перестройки и изменения биосферы. Биосфера переходит в новое эволюционное состояние, в ноосферу. Перерабатывается научной мыслью социального человечества. Вернадский жил в 20 веке до появления новейших технологий и предсказал его появление. Сейчас же мы живем уже в эпоху развитой ноосферы, сознательно формируемой совместными усилиями людей в интересах всестороннего развития всего человечества и каждого отдельного человека. Следующий слайд, пожалуйста. И я хочу предложить более детально остановиться на том, как, собственно, нашими общечеловеческими усилиями мы формируем мир, в котором живем. Каждый из нас живет в уникальной реальности, точнее, модели реальности, построенной на основе индивидуального опыта или опыта наших предков. На самом деле, окружающий нас мир непостижим, и мы вынуждены упрощать его, чтобы чувствовать себя в безопасности и быть способны действовать в нем, осмысливая его. В первую очередь, мы создаем инструменты для упрощения нашей повседневной действительности. Мы живем в мире, где гаджеты окружают нас повсюду. Просто вспомните свою квартиру. Там ведь настоящий технопарк. Создание таких инструментальных артефактов, несомненно, было призвано исправлять недостаточные возможности человека. Но вместе с этим часть эволюционного процесса была переложена на технику. Отдельная часть человека, техника, стала развиваться, позволяя ему меньше эволюционировать самому. Наш современник менее сильный, его иммунитет слабее, но при этом он обладает средствами, которые помогают двигать горы, выживать в Арктике и в космосе, жить дольше, чем его далекие предки, и даже способен уничтожить планету. Вместе с созданием инструментов-помощников, так или иначе, человек не терял свое эксклюзивное преимущество, способность мыслить и творить. Но с приходом новой эпохи, цифровой революции, возникли явные угрозы утраты той эксклюзивной возможности мыслить и творить. Такая угроза возникла с развитием новых технологий, искусственного интеллекта, машинного обучения, робототехники, облачных вычислений и прочее. И если раньше преимущество разума и творчества оставалось за человеком, то теперь его могут получить и машины. Возникает первая очевидная угроза – вытеснение человека машиной. Как известно, уже посредством технического прогресса люди потеряли рабочие места, когда производство стало автоматизировано. Но те механизмы выполняли лишь рутинную, несложную работу. Сейчас, получив возможность вырабатывать собственные идеи и решения, исходя из накопленного опыта, что закладывает машинам создатель, машины справляются с превосходством в любых сферах человеческой жизнедеятельности. Следующий слайд, пожалуйста. Развитый искусственный интеллект будет обладать способностью переделать и усовершенствовать себя. Такой интеллект сможет эволюционировать самостоятельно с огромной скоростью. Людям такая скорость эволюции, конечно, недоступна, что ставит, в свою очередь, человечество заведомо на более низкую ступень развития по сравнению с искусственным интеллектом. По словам Билла Гейтса, устройства с искусственным интеллектом поначалу будут простыми, но со временем они будут узнавать все больше о нас и о нашем мире. Они будут становиться все более могущественными и интеллектуальными, чем человечество. Существуют также риски этого искусственного интеллекта. Их делят на 4 класса риска. Программная враждебность – это тот сценарий, когда искусственный интеллект может быть опасным и заключается в том, что будет специально запрограммирован на враждебность, например, со стороны военных или террористической группы для достижения каких-то своих целей.
Еще один возможный сценарий враждебного искусственного интеллекта предполагает несовпадение глобальных целей его и человечества. Если расчеты искусственного интеллекта приведут к тому, что единственный способ достичь цели — это уничтожить всех людей, вполне возможно, что это может спровоцировать его начать войну с человечеством. Главная проблема в том, что искусственный интеллект не человек, и вряд ли с ним получится договориться. Его главным приоритетом всегда будет выполнение глобальной задачи любой ценой. Поэтому война будет длиться, пока воля или способность человечества противостоять не будут уничтожены. Второй риск — это пассивный. Фактически нет риска пассивной опасности от искусственного интеллекта с приоритетными целями дружелюбности. Но существует риск, если, например, взять искусственный интеллект без цели дружелюбия, отвечающий за обработку посевов пестицидами. Этот искусственный интеллект будет обрабатывать поле, даже если знает, что в этот момент на поле находятся люди. Существует также случайный риск. Искусственный интеллект работает с неполными данными. Он также способен ошибиться, как и человек. Ошибки такого рода почти неизбежны, поскольку невозможно знать все обо всем мире. Однако данный риск является наименее опасным, поскольку искусственный интеллект способен учиться на собственном опыте. Любые происшествия уменьшают вероятность повторения ошибки в будущем, улучшая искусственный интеллект и делая его более безопасным. Также существует риск непостижимости. И реальная опасность хорошо спроектированного искусственного интеллекта заключается в его способности перепрограммировать и бесконечно совершенствовать себя. Такой искусственный интеллект, способный к самосовершенствованию, может в конечном итоге превзойти ограничения человеческого интеллекта. Когда существует искусственный интеллект, который умнее любого человека на Земле, становится невозможно полностью понять его. Такой искусственный интеллект также, вероятно, будет продолжать улучшать себя все быстрее и быстрее. Каждое его новое открытие или технология только ускоряет этот процесс, и мы не сможем достигнуть того разума, тех возможностей, что будет создавать этот искусственный интеллект. Следующий слайд, пожалуйста. Несмотря на все опасности, человек выбирает все-таки союз с техникой. Техника все больше и больше становится антропоморфной и копирует человека, провоцирует отношение к себе как к человеку. Она дает своему обладателю переживания, становясь собеседником и другом, и заменяет значимых других. Показательно появляется все больше различных IT-консультантов и партнеров. Достаточно вспомнить свою незаменимую помощницу Алису, которая может не только пообщаться с вами, но и убаюкать ваших детей, поиграть с ними или почитать им сказки. Она воспроизводит эмоциональные реакции человека, и потому сам человек начинает вызывать эмоции и даже чувство привязанности. Возникает новое родство с машиной, которое все больше напоминает отношения между людьми. Не случайно владельцы антропоморфных роботов описывают их как членов семьи, и трансгуманистические течения все больше выступают за признание прав роботов. Благодаря совершенствованию системы искусственного интеллекта, а также их аппаратной базы, люди все теснее интегрируются с машинами. Так же, как одежда или палка-копалка стали в некотором роде незаменимым продолжением тел наших предков, увеличивая их выносливость или физическую силу. Современный смартфон, оснащенный разными инструментами, которые помогают нам жить, стал продолжением нашего тела. Если отнять телефон у современного человека, то вы, вероятно, сможете наблюдать у него симптомы, напоминающие симптомы травматической ампутации. Но это вовсе не означает замедление эволюции, это, скорее всего, лишь означает смену ее направления вектора. Следующий слайд, пожалуйста. И в заключение хотела бы сказать, что существует, конечно, множество гипотез об опасном искусственном интеллекте, но мы должны понимать, что это всего лишь предположения, а не факты. Люди всегда сомневались в новых технологиях, и было время, когда мы также боялись сотовых телефонов. И в конце концов речь идет о том, как мы создадим искусственный интеллект и как мы будем его контролировать. Нужно всегда помнить об одном: мы создатели, мы создаем этот инструмент для облегчения нашей жизни, и то, как правильно мы его создадим, лежит только на наших плечах, на нашей ответственности. Спасибо за предоставленную возможность. На этом у меня все. Спасибо. Спасибо большое, очень интересный доклад. Если есть какие-либо вопросы, пожалуйста, задавайте их либо в чат, либо путем поднятия руки. Да, кот тоже замечательный. Ему определенно близка тема искусственного интеллекта. Общается, любит общаться.
Так, у нас есть руки. Ивлев Андрей, пожалуйста. Да, спасибо большое. Вот, Дарья, вы тут говорили об угрозах новой реальности, то есть, в частности, об искусственном интеллекте. И я вот хотел вас спросить, вот насчет возможности техногенной эры, то есть когда человек приходит на тотальную степень использования ресурсов планеты, вообще, как вы считаете, возможен ли такой сценарий развития человечества, что люди перейдут на как раз вот эту вот стадию нещадной эксплуатации наших ресурсов, или это просто максимально мрачные мысли о таких самых негативных сторонах развития человека? Спасибо за вопрос, но я думаю, что люди начали задумываться еще в прошлом веке о том, что нужно создавать какие-то инструменты, какие-то способы по преодолению вот этой вот нещадной эксплуатации нашей земли, нашей природы. И сейчас очень много актов, очень много пытаются стран договориться о том, как все-таки немножко нивелировать этот риск вымирания природы и уменьшения эксплуатации ресурсов нашей Земли. И не случайно мы здесь тоже собрались, чтобы все-таки в дальнейшем мы затрагивали эту тему, развивали ее. И мне кажется, мы все-таки люди разумные и найдем способы, как все-таки это предотвратить катастрофу. Спасибо. Спасибо большое. Есть еще вопросы с чата. Виктор Иванович Данилов-Данильян на недавнем семинаре по актуальным проблемам глобалистики высказал очень интересную мысль, что Владимир Иванович Вернадский даже сам не понимал, что разработал, какую концепцию, поскольку в его время это все казалось фантазиями, как когда-то смартфоны. Как вы думаете, что будет дальше? Дальше больше. Дальше будем развивать еще больше, еще лучше. Не знаю, я вот думаю, что с созданием роботов, созданием искусственного интеллекта скоро все-таки, возможно, в каком-то русле сами эти роботы будут создавать новые идеи, формировать их. И тоже, может быть, мы достигнем того этапа, когда мы не будем понимать, что создают роботы. Возможно, мы будем на шаг позади, но если, я надеюсь, мы сумеем сконтролировать этот процесс и не разовьется эта война между людьми и роботами. Спасибо. Спасибо большое, очень интересная презентация. Остались еще вопросы, в частности, у меня, но, к сожалению, регламент есть регламент, надо двигаться дальше. И следующий доклад от студентки 4-го курса факультета глобальных процессов Прохоровой Дарьи. Она нам расскажет об особенностях распространения идей устойчивого развития среди молодежи в информационном пространстве. Не могу не отметить, что Дарья не только теоретик, но и практик. Уже не 1 год она занимается ведением специального аккаунта в Instagram, который посвящен экологическим вопросам, как сделать нашу жизнь более устойчивой, как обычным людям вести более экологичный образ жизни. Поэтому тут, конечно, этот опыт очень важен и обязателен для учета. Дарья, пожалуйста, вам слово. Так, включила демонстрацию, видно? Да, все видно. Хорошо. Значит, приветствую всех. Алина, спасибо за подводку. Мы действительно с моей однокурсницей вместе ведем такой Инстаграм, но сейчас у нас временный перерыв в связи с 4-м курсом, но далее мы планируем продолжать эту деятельность. Ближе к теме сегодняшнего доклада хотела бы рассказать, что очень важно нам обращать внимание на то, как молодежи преподносится информация об идеях устойчивого развития, и это та возрастная группа, для которой интернет и цифровые технологии – это неоспоримо обязательный элемент реальности. И важно сказать, что сегодня число людей, использующих социальные сети, приближается к 4 миллиардам.
И среди пользователей подростков практически 90% каждый день в социальные сети заходят. Среди пользователей взрослых этот показатель колеблется около 50% всего из них. Поэтому следует, что наиболее выгодная целевая аудитория интернета – это все-таки молодежь. Молодые люди предпочитают использовать социальные сети как способ получения информации, а даже нестандартные поисковые системы, казалось бы, для этого созданы. Почему? Потому что социальные сети – это более привлекательные цифровые социальные пространства по сравнению, например, с обычными сайтами. Мы через них можем свои потребности в общении удовлетворять, то есть свои базовые потребности. Вы можете видеть на слайде известную, наверное, уже поднадоевшую нам всем со школьной скамьи пирамиду Маслоу, и понятно по ней, что потребности в общении находятся гораздо ближе к базовым, чем потребности в познании. И поэтому тем, кто в наши дни своей целью видит просвещение масс, необходимо концентрировать деятельность именно в социальных сетях, там, куда людей прям гонят их же собственные потребности. Такие исследователи, как Маклюин и Тофлер, об обществе, где электронные средства коммуникации занимают ведущую роль, пишут, что оно трансформируется в глобальную деревню, жители которой обладают клиповым сознанием. И действительно для нас короткие видео и мелькающие картинки стали уже нормой. Маклюин также писал, что человеческое мышление возвращается к дотекстовой эпохе. Нам гораздо приятнее смотреть на картинки и воспринимать информацию через, например, инфографику. Я не берусь судить, плохо это или хорошо, но я убеждена, что под меняющуюся реальность нужно подстраиваться. Не нужно вступать с ней в контры. И в контексте данного исследования это означает, что для распространения идей устойчивого развития среди молодежи нужно подобного рода информацию продвигать именно через социальные сети. Конечно, для этого есть определенные правила. Что касается визуального ряда, помимо отражения реальной ситуации через фото и видео, отредактированные или в режиме реального времени снятые и транслируемые, очень важно, чтобы у проекта был узнаваемый дизайн. Так, например, на сайте ООН есть раздел устойчивого развития, и это прекрасный тому пример. У каждой цели устойчивого развития есть свой цвет, свой интуитивно понятный символ. И это очень ярко на сайте отмечено. Также там есть интерактивные элементы, но, попросту говоря, если картинка каким-то образом шевелится, на нее хочется нажать гораздо больше. Получается, что на сайте ООН этот раздел оформлен очень грамотно, красиво. Мне он очень нравится, я всем советую на него заходить. Но над социальными сетями нужно еще работать. Далее, текст. Конечно, помимо картинки нам важно доносить информацию, и чтобы распространить научную идею, нужно прежде всего описать ее простым языком. То есть из жанра наука перенести ее в жанр научпоп. Отсюда следует, что текст в социальной сети должен быть составлен с минимумом информационного шума. Нужен привлекающий внимание заголовок, не очень длинный текст, потому что случайно попавшийся в ленте длинный текст мы скорее пролистаем, чем дочитаем до конца. И также обязательно разделение на абзацы. Для заполучения внимания читателя желательно добавить интересный факт или шокирующую какую-то статистические данные, какую-то цифру. Например, что микропластик обнаружен уже в плаценте человека. В каждом из нас есть частичка пластика. Возможно, кого-то это шокирует. Например, на меня это произвело впечатление, когда я это узнала. Вот. Если есть возможность выбрать шрифт, то для заголовка еще можно выбрать красивый, вот я на слайд поместила, но для основного текста нет.
лучше, чтобы было проще и понятней. Для авторов материала социальной сети важно заинтересовать. Если люди запомнят хотя бы один факт из публикации, это уже будет успехом. И для тех, кто серьезно заинтересовался, ну, всегда есть интернет, во-первых, а во-вторых, можно оставить ссылку на более развернутый документ. Коротко расскажу о том, как сейчас выглядят официальные страницы ООН в этих 3 социальных сетях. Вернее, в Инстаграме я буду говорить про страницу ООН, относительно Фейсбука и Твиттера это будет страницы, посвященные именно вопросам устойчивого развития. Во всех 3 сетях они есть, уже мы молодцы. Однако другие социальные сети немного обделены, так сказать, и я вот из этих 3 социальных сетей использую только Инстаграм, и немного себя обделенной чувствую, получается. Но это уже совсем субъективное суждение. На страницу по целям устойчивого развития в Фейсбуке подписаны только 500 000 человек. Отметок «нравится» на публикациях около 100, а я напомню, что всего с социальными сетями пользуются почти 4 миллиарда человек сейчас. Это очень ярко демонстрирует, как мало человечества осведомлено о своих общих целях, хотя 2030 год уже на носу. Наиболее органично смотрится страница в Твиттере. Я специально не поместила их на слайд, чтобы вы сами потом поискали. В Твиттере почему? Потому что там есть ограничения обязательные в количестве символов в публикации. Поэтому там все кратко, четко и хорошо смотрится. Однако есть общая тенденция для всех 3 социальных сетей. Идет публикация нескольких постов в день. То есть нет какой-то системности. И, например, для Твиттера с краткими публикациями это еще нормально, но для Фейсбука и Инстаграма, мне кажется, не очень, потому что нам тяжело, читателю будет длинные тексты в социальной сети, куда он пришел там пообщаться, как-то развлечься, несколько длинных текстов за день прочесть, ну, тяжеловато, лучше по одному, но чтобы он точно отложился и точно был замечен. Ну и также используются разные шрифты, ну то есть визуальное оформление и разные цвета тоже оставляют желать лучшего, и мне кажется, нужно больше системности добавлять. Подводя итог, для того, чтобы наиболее эффективно донести информацию о целях устойчивого развития, необходимо максимально использовать социальные сети, которые, на мой взгляд, на данный момент задействованы не на полную мощь. Необходимо разработать единый стиль ведения социальной сети, вести регулярные рубрики, касающиеся каждой из целей устойчивого развития, чтобы ни одна из них не была забыта и обделена, и также работать с аудиторией, потому что поколение тех, кто не знает жизни без интернета, взрослеет, начинает воспитывать своих детей, и значит, работа с социальными сетями – это вложение в наше общее будущее. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, буду рада ответить. Спасибо большое, очень интересный доклад. Не сомневаюсь, что вопросы есть. Пожалуйста, поднимайте руки, а пользуясь пока минуткой затишья, сама задам вопрос. Вот по твоему мнению, какие социальные сети наиболее эффективны для продвижения цели устойчивого развития? Какие для них тяжелее доносят эти идеи? Какие, наоборот, легче? Какие пользуются большей популярностью? В каких социальных сетях проекты по устойчивому развитию набирают больше интерес, больше популярности? Мне кажется, что это зависит от того, правильно ли настроена работа социальной сетью. Например, я более-менее понимаю, как работает Инстаграм. Поэтому мне, конечно, кажется, что именно в этой социальной сети, где акцент идет на картинку, проще привлечь внимание молодежи, потому что яркая картинка или яркая инфографика, какая-то неожиданная цифра привлекает внимание, цепляет, и дальше человек читает текст. Для меня, кажется, это наиболее простым способом.
Касательно Фейсбука и Твиттера, не знаю, я думаю, что если правильно настроить, изучить алгоритмы социальной сети и правильно настроить, внимание будет привлекаться замечательно во всех социальных сетях, но Твиттер, если не заблокируют, конечно. Вот. Но я считаю, нужно работать равномерно по всем направлениям. И ВКонтакте еще группу создать. Но это мы с вами занимаемся здесь, на портале Глобалистика, например. Уже молодцы. Спасибо большое, очень приятно слышать такие слова о нашей работе. Есть еще один вопрос из чата. Научно-популярное направление в последнее время превратилось в одно из самых ярких рубрик, которые пользуются большим спросом. Однако есть блогеры, которые снимают и иной контент, и это каналы высокого уровня. Не означает ли то, что низкий порог вхождения в интернет – это вероятность того, что идеи устойчивого развития среди молодежи будут значительно развращаться, как пишет автор вопроса, большинством в информационном пространстве? Вот такой вот вопрос. Ой, мне кажется, лучше пусть развращается и вульгаризируется. Это как проблема с привлечением внимания к глобальному потеплению, выступлениям Греты Тунберг и так далее. Очень много было обсуждений и очень много было осуждений. Но самое главное, что тема была актуальной, и только ленивый об этом не говорил. Это означает, что хоть кого-то это заинтересует, хоть кто-то задумается, и дальше, возможно, даже не косвенно, а подсознание там подскажет, что лучше быть более осознанным и... Ой, ну это я в экологию ударяюсь, ладно, не надо. Ну, в общем, напомнит людям какая-нибудь цель устойчивого развития, что нужно покупать, например, товары локальных производителей, чтобы не поддерживать рабство в Африке, ну и так далее. Так что я считаю, что пусть вульгаризируют и плохо говорят, главное, чтобы говорили. Черный пиар – это тоже пиар, да? Спасибо большое за ответ. Переходим к следующему докладу. У нас остался последний доклад. Студентка второго курса Штуру Влада подготовила презентацию на тему «Цифровизация на благо устойчивого развития». Как раз-таки в тему. Здравствуйте всем. Сегодня хотела бы рассказать про влияние цифровизации на экологическую сферу общественной жизни, в принципе, на социальную жизнь. И для начала хотелось бы дать историческую справку про цифровизацию. Прототип нашего телефона – это первый радиотелефон, с помощью которого можно было и принимать, и отправлять звуковую информацию. Изобрел конструктор из СССР Куприянович в 1957 году. Габариты аппарата были внушительные, и весил он 3 килограмма, и можно было говорить по нему 30 часов. Цифровизация или внедрение цифровых технологий в бизнес-модели компании началась более 50 лет назад. В 1964 году компания IBM анонсировала систему 360, первое семейство компьютеров, предназначено для охвата всего спектра применения с разной степенью производительности. Примечательно, что Медоуз в своем докладе «Пределы роста» использовал данную модель, по-другому всемирно известна она как модель IBM. 26 октября 1969 года между двумя первыми узлами сети, находящимися на расстоянии 640 километров в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса и Стэнфордском университете, провели первый сеанс связи. Wi-Fi же был создан в 1998 году в лаборатории радиоастрономии в Австралии. Сама цифровая экономика начала свое формирование в 1980-х годах, когда появились первые инновационные технологии в финансовом секторе. Это были первые механизмы финансово-кредитных операций, основанных на информационно-компьютерных технологиях. В то же время появились фьючерсы и опционы. Вследствие данных изменений также были внедрены новые финансово-кредитные институты, такие как, например, биржи бумажной нефти, нефтяной промышленности, обеспечивавшие принципиально новый образ продаж нефти. Также примечательно, что благодаря данным фьючерсам и опционам несколько раз случались обвалы на рынках нефти из-за того, что спекулянты бежали с рынка и вносили капитал в другие возможные способы инвестиций.
Важными инновационными изменениями начала 2000-х годов в хранении и передаче информации являются облачные технологии, Big Data по-другому называются. Облачные технологии дают возможность организации... Извините, тут со связью. Облачные технологии дают возможность организациям, индивидам, социуму и инфраструктурам получать мгновенный доступ к большому количеству определенной информации. Big Data, в свою очередь, является технологией, позволяющей технически анализировать большие потоки информации, массивы данных, использовать краудсорсинг, строить прогностические модели, внедрять искусственный интеллект для распознавания образов и проведения лингвистического и нелингвистического анализа. Грубо говоря, это тоже прародитель новых нейронных моделей, основанных на искусственном интеллекте. Примечательно также, что они в 95% случаев предсказывают мировую цену на ту же нефть. Нанотехнологии в области планирования ресурсов предприятий, программное обеспечение для управления кредитным риском влияют на компетенции, способности и организацию банковской системы. Инновации, которые касаются систем ПО для планирования ресурсов предприятий, программного обеспечения для управления кредитным риском, увеличивают маржинальную прибыль банков. Цифровая экономика позволяет обеспечить поддержание устойчивости экосистемы Земли, переход к зеленой экономике, а также восстановить разрушенные в этой области зоны и, например, за счет мониторинга зеленых больших данных, включая онлайн-скрининг целого спектра профильных индикаторов. Не стоит забывать, что цифровая экономика служит эффективному автоматизированному управлению городского и сельского производства в условиях передовых информационных технологий и их открытого участия в данной сфере. Все это позволяет осуществлять научно-технический прогресс, в том числе для безопасного состояния окружающей среды. Идея разумных пределов нарушений со стороны хозяйствующих субъектов и общества в целом послужит базой для развития опытно-конструкторской и исследовательской работы в информационном секторе государств. В США цифровая экономика оказала огромное влияние на занятость и экономический рост. Например, в 2014 году в США на базе информационно-компьютерных технологий экспортировали услуг на сумму около 400 миллиардов долларов, что составляет больше половины всего экспорта услуг в США. К 2030 году ожидается увеличение роста потребности в продовольствии на 60% по сравнению с тем же 2006 годом. Климатические изменения и ресурсный дефицит создают проблемы вследствие увеличения потребления в социуме. Он выступает за преобразование продовольственных и сельскохозяйственных систем в мире. Цифровые технологии в данных изменениях играют ключевую роль. Примером является использование аппаратуры точечного земледелия, датчики, фотокамеры, устройства глобального позиционирования, которые позволяют фермерам расходовать точное количество воды, пестицидов и удобрений, тратить необходимое время для выращивания культур и таким образом уменьшать количество вводимых ресурсов, в то же время увеличивая урожайность. В основе этого цифрового подхода лежат сбор и анализ данных о погоде, почве и качестве воздуха. Также хотелось бы добавить, что одна из действующих членов Римского клуба Катя Бастиоли использует вторичные циклы переработки ресурсов и автоматизированные системы управления для того, чтобы заниматься мониторингом ресурсов в экологической сфере и сельскохозяйственном секторе. Представленная цифровым пространством возможность любому человеку в любой точке земного шара найти и купить любой товар стирает границы территорий, нивелирует национальную самобытность, размывает все возможные барьеры, так или иначе противопоставляющие одних людей другим людям, и в любой абсолютно сфере, в том числе в языковой, религиозной, сюда же включаются и расовые разграничения, предубеждения или неприязнь между народами. Можно предположить, что следующее поколение перестанет рассматривать покупку как необходимость перемещения куда-либо в реальном пространстве. Опустение торговых центров, сокращение количества горожан, спешащих на рынке и магазины, а также снижение нагрузки на транспортную инфраструктуру – это важные последствия киберторговли, которые влекут за собой изменения и городской среды в целом. Сокращению неравенства способствует, в частности, и развитие инфраструктуры доступа к сети интернет, как следствие охвата населения сети интернет. Кроме того, развитие государственных услуг, оказываемых онлайн, способствует улучшению условий ведения бизнеса. Инновационные цифровые решения произведут революцию в транспортном секторе, окажут положительное влияние на окружающую среду. Цифровизация
позволяет, помимо прочего, более эффективно расходовать топливо транспортных средств. Еще одним примером безусловного влияния цифровизации станут умные города. Проблемы загрязнения будут эффективнее и быстрее устранены благодаря данным технологиям. Также бы мне хотелось рассказать, как устойчивое развитие может поменять жизнь в различных регионах, и хотелось бы начать с Азии. Для Азии устойчивое развитие и цифровизация в совокупности, влияние цифровизации на устойчивое развитие в совокупности может предоставить цифровой доступ интернет-вещей и искусственный интеллект, которые могут сократить объемы загрязнения воздуха от автомобильного транспорта и развить более устойчивое сельское хозяйство, уменьшая количество используемого синтетического азотного удобрения. Цифровизация создает возможности для повышения качества государственных финансов. Внедрение цифровых технологий государственными органами может привести к повышению доходов налогов на добавленную стоимость, тарифов и из других источников благодаря изучению отчетности по операциям, в том числе к данным технологиям, которые позволяют мониторить процессы кредитного обложения, является и блокчейн, поскольку блокчейн хранит в себе информацию о каждом переводе по различным данным, взятых, соответственно, с компьютера, с которого отправлялись, либо покупались те же биткоины, либо другие криптовалюты. Автоматизация за счет применения промышленных работ представляет собой одну из областей, в которых Азия, очевидно, находится на передовом рубеже, поскольку в регионе задействовано 2/3 промышленных роботов мира. Эти новые технологии приводят к автоматизации все более сложных видов деятельности, которые ранее осуществляли только люди. Предстоят важные переходные процессы, которые по своим масштабам могут быть сопоставимы с историческим переходом от сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности, что создаст новые вызовы для директивных органов различных регионов. Для Океании цифровизация будет способствовать увеличению доступа женщин к услугам по планированию семьи и повышению грамотности молодежи. В том числе, насколько, если взглянуть на карту Австралии, можно заметить, что система автобанов там плохо развита, и цифровизация в том числе может решить данную проблему, логистическую проблему, введением тех же дронов или чем пожелает правительство данного государства. Латинская Америка и Карибский бассейн. Для данного региона цифровизация интернет-вещей и облака обеспечит снижение потери продовольствия в цепочке поставок, а искусственный интеллект облака позволит обеспечить устойчивое управление лесами. Для Северной Америки цифровой доступ и искусственный интеллект вещей будут поддерживать более устойчивое использование водных ресурсов и позволят повысить энергоэффективность. Для Африки цифровой доступ будет способствовать снижению материнской смертности за счет увеличения количества родов с участием квалифицированной медицинской помощи профессионалов, а также позволит увеличить производительность фермерского хозяйства. Европа является одним из ведущих регионов по цифровизации. В данном регионе осуществляются самые сильные системы прогнозирования и моделирования процессов для устойчивого развития. Однако и для данного региона цифровизация имеет множество плюсов, в том числе, что интернет вещей поможет достичь большей устойчивости и эффективности пользования ресурсами промышленности и помочь развитию более устойчивого сельского хозяйства, сократить выбросы из сектора. На этом все. Спасибо. Спасибо большое за доклад, очень интересно. Если у кого-то есть какие-либо вопросы, просьба задавать их в чат или поднимать руки. Ну а пока, пользуясь минутной паузой, сама задам вопрос. Вот сейчас актуален такой феномен, как цифровое неравенство. Вот каким образом это явление влияет на устойчивое развитие и на продвижение идеи устойчивого развития? Мне кажется, что сейчас же экономика мировая больше инновационная, чем она была раньше, поэтому цифровое неравенство – это очень решаемая проблема, поскольку инновационные те же технологии обладают высокой ликвидностью на рынке. То есть если одно предприятие вводит инновационные технологии, они растекаются и дальше. Я думаю, что по такому же принципу проблема цифрового неравенства вполне может быть решена, и как раз-таки за счет ликвидности растекания по рынку. И для устойчивого развития, соответственно, цифровизация, наоборот, нивелирует проблему севера-юга, то есть уменьшает, в дальнейшем должно уменьшить разрыв между развитиями государств.
Спасибо большое. Пока вопросов не вижу, но думаю, что они остались, поэтому предлагаю перейти к третьей части нашего семинара. Это к свободной дискуссии. Если есть какие-либо вопросы к какому-либо спикеру, выступавших сегодня, то, пожалуйста, будем рады услышать и вопросы, и ответы. Есть один вопрос в письменном виде. В ходе доклада были рассмотрены многие регионы и озвучены плюсы от цифровизации. Это, как понимаю, вопрос к Владе. Но что цифровой доступ и интернет вещей сделает для Индии? Конкретно для азиатского региона имеется в виду, то есть Индия и остальные государства, правильно? Или только для Индии? В вопросе затрагивается только Индия. Конкретно в Индии это робототехника, поскольку у них есть множество предприятий, которые славятся своими выбросами углекислого газа, в том числе, если посмотреть статистику, Индия занимает одно из лидирующих мест в плане выбросов. И для Индии как раз-таки переход на автоматизированные системы управления технологическим процессом позволит снизить эту нагрузку на биосферу и в том числе растекание различных облачных данных по сетям может обеспечить увеличение уровня грамотности населения. Поэтому многие люди, которые желают куда-либо поступить, они смогут узнавать информацию в различных университетах. Это достаточно большой прорыв для данного региона, и цифровизация окажет огромное влияние на развитие Индии в дальнейшем. Но Индия сейчас по инновационным технологиям и интеллектуальным патентам на интеллектуальные ресурсы занимает лидирующие места. Будем надеяться, что автор вопроса получил удовлетворяющий его ответ. Еще какие-либо вопросы? Пока их нет, затрону такую интересную тему, которая может прозвучать немножечко неожиданно в контексте нашей с вами дискуссии. Это волонтерство. Дело в том, что в июле этого года было проведено глобальное техническое совещание и был принят план действий по интеграции добровольчества в повестку дня на период до 2030 года. Дело в том, что основной локомотив добровольческого движения международного составляют молодые люди. И, в частности, Организация Объединенных Наций осуществляется проект «Волонтер ООН» или UN Volunteer, и одним из его подразделений является волонтерство онлайн. И вот хотелось бы обсудить в контексте цифровизации, достижения целей устойчивого развития, как именно цифровые волонтеры могут помогать продвигать эти цели, как именно онлайн-волонтеры могут способствовать искоренению таких бед человечества, как, допустим, нехватка образования, нехватка грамотности, нищета, голод. Уважаемые участники, какое ваше мнение? Добрый вечер, Налина. Ты, наверное, сама ответила на свой вопрос, и то, что мы здесь в Zoom проводим этот семинар, тоже уже частично отвечает на этот вопрос. Вот первое, что приходит в голову по поводу онлайн-волонтерства, это как раз проведение вот хотя бы подобных же Zoom-конференций, созвонов, онлайн-совещаний, допустим, организовать, скажем так, международное какое-нибудь онлайн-дискуссию по различным вопросам, либо онлайн-лекции с привлечением волонтеров из разных уголков мира, где, допустим, по тому же устойчивому развитию можно делать доклады о ситуации в стране и, соответственно, восполнять пробелы в образовании, либо же проводить в развивающихся странах, если, конечно, там с условием проведения интернет-связи, проводить лекции, проводить уроки для школьников, допустим, тех же, или для студентов, ну и так далее, и так далее. Онлайн-образование сейчас это самое, мне кажется, топ-тема 2020 года, это точно, и 2021, и дальше будет это все продолжаться.
Спасибо большое. Интересный очень комментарий. Максим, пользуясь вашим опытом, вот насколько молодежные проекты эффективны, насколько такое онлайн-добровольчество приносит результаты и какие у него перспективы развития? Что вы по этому поводу скажете? Я думаю, то, что даже тот факт, что мы тут все это проводим в рамках таких устойчивого развития, говорит о таких больших результатах, то все больше и больше, на самом деле, людей узнает о повестке устойчивого развития. Вообще в России 17 посланников устойчивого развития на каждую цель, и у всех удивительные, интересные проекты. И в вопросах информирования людей о целях устойчивого развития, в частности молодежи, посредством социальных сетей, таких Instagram, Facebook, думаю, на этот год достаточно хорошо эти посланники справились. С точки зрения также вообще цифрового волонтерства, стоит сказать то, что на русском языке достаточно мало доступно материала нового по устойчивому развитию, поэтому как одно из направлений такого волонтерства также является адаптация материала с других языков на русский язык и дальнейшее распространение. Сейчас там в России действует как открытая школа устойчивого развития, но отдельные организации, которые занимаются этими направлениями ЦУР, также там и национальные обзоры с целью устойчивого развития организуют и прочие мероприятия, то есть в рамках информирования, повышения уровня образования от устойчивого развития, думаю, достаточно эффективно. С точки зрения развития, думаю, это будет больше влиять на направление того, что молодежь будет больше увлекаться именно в процесс принятия решений. Даже то направление, в которое я сейчас занимаюсь, то есть по направлению Generation Connect, то есть по цифровому сотрудничеству, там именно в контексте новых повесток ООН, это было развито направление, то, что необходимо вовлекать молодежь в принятие решений на высоком уровне. То есть то, что мы как давали обратную связь по тем повесткам, которые они сейчас предлагают. Допустим, сегодня мы созванивались с международным отделением, Союзом электросвязи ООН, который у нас в Москве как раз находится. Там рассказали нам о проекте по повышению цифровой грамотности молодежи, разных возрастов. И проблема заключается в том, что вот есть определенные проекты, инициативы, но о них также мало кто знает. Это не только ЦУР, это и другие цифровые грамотности. Соответственно, думаю, направление будет развиваться в двух, то есть это образовательное, и именно молодежь будет давать обратную связь, как-то улучшать те проекты для того, чтобы охватить большую аудиторию. Понятно, спасибо большое за ответ. У нас есть прекрасная возможность прорекламировать данный проект среди как раз-таки той аудитории, на которую он нацелен. Это молодые ученые, исследователи, людям, которые интересны данные вопросы. Так что будем надеяться, что наша связь не потеряется после этого семинара. Всегда готовы публиковать интересную, актуальную для молодежи информацию. Для этого, собственно говоря, портал Глобалистика.ру и создан. Еще какие-нибудь вопросы будут? Может быть, кто-то хочет не задать вопрос, а высказаться, вынести какой-то вопрос на обсуждение. Виктор, Влада. У меня есть один вопрос на обсуждение. Это перенос человеческого сознания в нейронные сети. Как вот аудитория думает, насколько это возможно? Потому что есть эксперименты, которые подтверждают данные возможности, и что будет тогда с человеком, и насколько это возможно. Пожалуйста, поднимайте руки, кто хочет ответить, как-то прокомментировать. Пока набираются участники, попробую ответить на этот вопрос. Он очень интересен, он очень неоднозначен. И начну, наверное, с того, что одно из направлений развития искусственного интеллекта – это, в принципе, создание вот этих нейронных сетей. Сегодня оно играет одну из ведущих ролей, очень популярная. Однако тут есть нюанс. Мы не совсем понимаем, о чем мы сами говорим. Человеческий мозг во многом не изучен. Мы не знаем свои когнитивные способности, мы не знаем, на что мы способны. И тут, знаете, ситуация кот в мешке. Непонятно, что мы создаем, вот, пользуясь этими нейронными сетями, и к чему их развитие, особенно пущенное на самотек, особенно нерегулируемое с правовой точки зрения, к чему это может привести. Наверное, вот так вот отвечу на этот вопрос.
Ну, я согласна с данным мнением. Ну, кстати, исследование соответственно, с нейронными сетями это было опубликовано в одной из газет, и смогли управлять, так скажем, червем, которого внедрили тело робота. Ну, и я думаю, что эти технологии будут в дальнейшем все равно развиваться. Интересно было бы посмотреть, каково оно будет, потому что даже Циолковский говорил, что мы можем превратиться в свет в дальнейшем, поэтому некоторые теории становятся явью, кажется. Есть еще один вопрос. Относятся ли колл-центры к цифровым волонтерам? Интересно. Что вы думаете по этому поводу, уважаемые участники? Максим, ваше мнение как мнение эксперта? Даже не знаю, что я тут сказать в этом колл-центре. То есть это как специализированная организация по обработке информации. Но скорее нет. Смотря какие цели она решает. То есть, может, в будущем будут развиваться направления волонтерского движения в этом тоже русле. Очень интересный вопрос, очень необычный и так действительно заставляет задуматься, а какие еще возможности есть у колл-центров. Еще кто-нибудь хочет высказаться? Ну, я вот, да, хотела бы сказать по поводу продолжения этой интересной темы о нейросетях. Действительно, Алина, ты очень точно подметила о том, что наши представления пока что об интеллекте, да, они довольно-таки примитивные, мы сами еще не понимаем, как этот интеллект располагается в нашем мозге, да, как это вообще все происходит, как происходит сама мысль, да, где она зарождается. Это пока еще науке неизвестно, к сожалению. Но мы знаем то, что там, в таких различных развитых странах или там в Евросоюзе, да, есть различные brain projects, так называемые. И что самое интересное, то что этот проект, он ставит своей целью картировать мозг, да, картировать наше сознание, понять, где находятся какие отделы, где что за что отвечает, какие отделы за что отвечают. И самое интересное то, что я сейчас не смогу точную статистику привести, но скажу точно, что процент, который удалось прокартировать за 5 лет работы, это просто приближенно к нулю, то есть 0, и сколько-то там сотых процентов удалось прокартировать за 5 лет. О чем это говорит? О том, что пока что мы не располагаем какими-то возможностями все-таки продвинуться глубже, да, в этом вопросе. Однако мы уже создаем искусственный интеллект, мы уже больших достижений в этом плане достигли. И так как искусственный интеллект, он имеет способность к самообучению, это, с одной стороны, очень пугающая перспектива, потому что мы никогда не знаем, может быть, он сможет нас даже в каких-то вопросах опередить, стать умнее нас. Но так как он сам развивается, возможно, в будущем именно с помощью искусственного интеллекта мы сможем приблизиться к пониманию нашего человеческого интеллекта, как он работает. Если мы переложим вот эту задачу по познанию, по картированию этого интеллекта на сам искусственный интеллект. Мне кажется, то, что это один из вариантов, и, наверное, то, что сможет нас в кратчайшие сроки приблизить к пониманию вообще человеческого сознания, человеческого интеллекта. Если можно, я хотела бы добавить. Да, конечно. Да, я вот послушала, да, согласна с вами, со всеми, и если мы рассматриваем мозг как какой-то механизм, что, мне кажется, это невозможно рассматривать мозг как механизм, то есть создание вот этих нейронных связей, процесс уникальный для каждого индивидуума, и воссоздать это мы пока не готовы. Возможно, у нас, получается, человечество сейчас находится на таком уровне, когда мы можем создавать какие-то действия, создавать программы для выполнения для роботов, чтобы они выполняли простые какие-то действия. Ну, наверное, должно пройти несколько десятков лет, может, 10-20, возможно.
мы углубимся в познаниях мозга, да, и каким-то образом сможем повторить. Но мне кажется, что это больше нереально, потому что это все равно для меня это уникальный орган, который пока мы еще не изучили. Спасибо. Ну да, также вот тот факт, что ученые не раз проводили такие эксперименты, и даже не совсем эксперименты, допустим, операции по удалению частей мозга, и когда эти эксперименты показывали, что само сознание, сама память и другие какие-то функции когнитивные, они не сосредоточены в каком-то одном отделе, они как-то распределены каким-то образом, вот как нейросеть по всему мозгу, и поэтому, конечно, это делает совершенно непонятным для нас самих. То есть вообще, в принципе, то, что мы интересуемся, то есть наш мозг сам задумывается о том, как он устроен, то есть это очень даже интересно, и как-то в этом есть какой-то парадокс и противоречие, но тем не менее это очень интересно и прекрасно. Не могу не согласиться, Софья. Вот в продолжении этой тематики озвучу такой факт. Дело в том, что в ноябре этого года проходила Московская неделя иностранных языков, и в рамках одной из секций был озвучен доклад по психолингвистике. В рамках него было указано несколько очень интересных фактов. В первую очередь, это то, что мозг принимает наше решение за 30 секунд до того, как мы решим, что мы приняли это решение. И тут нельзя не вспомнить Татьяну Черниговскую, которая говорит, что непонятно еще, кто кому слушает. То ли мозг нам, то ли мы мозгу. Мы все знаем о так называемых ментальных картах или mind map, если переводить на английский. И как раз-таки, когда осуществляется картирование мозга, выявляется очень интересный факт. Дело в том, что те слова, раз разговор зашел о психолингвистике, распределены в нашем мозге по тематике. То есть, допустим, есть блок «Семья», и туда относятся все слова, причем не только на русском, а, допустим, на английском, немецком, французском, на других иностранных языках, которые вы изучаете. И это целый отдел мозга. Более того, он связан с теми нейронными связями, которые отвечают за такие чувства, как, например, любовь, верность, поддержка, взаимопонимание и так далее. Из этого мы можем сделать только один вывод, что это все настолько еще неизвестно, что мы настолько не знаем сами себя, что что-то пытаться строить — это лезть в те еще дебри и очень сильно рисковать как своим будущим, так и будущим всего человечества. Вот вижу, что еще у Комаровой Анастасии был вопрос. Ну, я просто хотела тоже поразмышлять на тему переселения сознания человека в нейросеть. У нас немножко со своей колокольни есть такой фильм «Газонокосильщик» 92 года. Стилистика специфического фильма, но он повествует о том, как мозг человека смог переселиться в эту сеть. Так что, в принципе, я не считаю, что это невозможно, потому что 100 лет назад писатели пытались предсказать, каким будет будущее, какие-то предсказания сбылись. И сегодня мы снимаем художественные фильмы, а через 100 лет мы можем это наблюдать в повседневной жизни, так что почему бы и нет? Есть еще такой фильм, как «Матрица», например, и да. Другие фильмы, которые затрагивали тему симуляции. Поэтому, как в любом вопросе, наверное, есть какие-то свои положительные и отрицательные стороны, и поэтому ничто в этом мире неоднозначно, можно сказать. Это очень сложные вопросы, которые не только мы с вами сейчас сидим тут обсуждаем, это умы человечества, ученые крупнейшие над этим задумываются, поэтому решить сейчас на студенческом семинаре в одночасье эти вопросы, конечно, невозможно, но задумываться, наверное, стоит. В контексте фильма добавить нужно «Мир Дикого Запада». Надо посмотреть. Смотрите, как у нас интересно развернулась дискуссия. Мы перешли к области фильмов, это уже массовая культура. Вот тут наблюдается связь с тем, как проблемы искусственного интеллекта преподносятся в массовой культуре. Почему-то мы не так много фильмов знаем о том, как искусственный интеллект помогает достичь 4-й цели устойчивого развития, как искусственный интеллект используется на благо телемедицины, как искусственный интеллект используется в сельском хозяйстве. Однако нам всем очень хорошо известны и пресловутый «Терминатор», и «Матрицы», и можно дальше перечислять. Тоже повод задуматься, ведь то влияние, которое оказывает на наше поведение, на наши мысли массовая культура, телевидение, фильмы, в
какой-то степени это предопределяет наши действия, это предопределяет то, о чем мы будем в дальнейшем думать и в каком направлении мы будем развиваться. Вот что вы по этому поводу скажете? Могу сказать по поводу фильмов и восприятия людей через эти фильмы. Но лично я как зритель, как массовый зритель, очень сильно сомневаюсь, что будет интересно смотреть фильм, где искусственный интеллект решает проблемы по устойчивому развитию, потому что это будет... Конечно, можно это будет как-то вывести через сценарные ходы как-то, но сомневаюсь, что это будет интересно для среднестатистического зрителя. Поэтому все, что мы знаем из фильмов про искусственный интеллект, это «Терминатор», это другие фильмы, которые сейчас упоминали в беседе, это больше ориентированные на знаменитые моральные дилеммы. Из массовой культуры можно еще вспомнить недавнюю игру, это «Детройт», как роботы становились людьми через эмоциональный интеллект, эмпатию, осознавали, определяли себя через самосознание, революцию и так далее. Но что можно, конечно, попробовать как-то продвигать идеи о том, что необходимо для массового зрителя, для массового потребления снимать какие-то, может быть, не фильмы, может быть, какие-то короткометражки или видеоролики, показывающие научные достижения, но это уже, по сути, будет как документалка, извиняюсь за фамильяризм, но это не факт, что будет популярно и доступно всем, это понятно, но имеется в виду популярно среди обычных зрителей, которые все в основном ходят на развлекательное кино. Спасибо, очень интересное замечание, очень актуально, очень нужное. К сожалению, время 19:51, надо придерживаться регламента, и не хочется заканчивать столь интересную дискуссию, а надо. Перейдем к подведению итогов. Сегодня у нас семинар получился очень разносторонним, мы затронули совершенно разные темы, от каких-то базовых принципов устойчивого развития, что такое устойчивое развитие, какие существуют цели устойчивого развития, до проблем цифровизации, проблем искусственного интеллекта, СМИ, масс-медиа, социальные сети, как это все связано с устойчивым развитием, как это способствует внедрению и продвижению цели устойчивого развития. Хотелось бы поблагодарить всех участников. Спасибо большое Максиму за то, что уделил время, за то, что подготовил такую подробную, такую интересную презентацию. Сейчас в общий чат выслала нашу группу ВКонтакте, группу портала Глобалистика.ру. Все новости, которые будут появляться относительно новых семинаров, новых участников, вы сможете найти именно в этой группе. Сейчас к нам присоединилась Юлия Дементьева, это глава научного отдела факультета глобальных процессов, имея в виду студенческого совета факультета глобальных процессов. Вот буквально сегодня было ее совещание с деканом. Будем надеяться, что оно прошло очень успешно. Спасибо большое, Юлия, за поддержку, за мобилизацию кадров. Остается пожелать нам всем успехов, научных, творческих, новых достижений. И, конечно же, надеемся на тесное сотрудничество. Будем держать руку на пульсе. Спасибо большое. Юлия, вам слово. Да, спасибо за предоставленное слово. Я подключилась, к сожалению, смогла непосредственно поучаствовать и заслушать только часть уже финальных дискуссий. Я вижу, как все ребята эту дискуссию поддерживают. Очень комфортный, я считаю, формат для популяризации глобалистики как в сфере знаний и каких-то уже более частных примеров. Поэтому мне очень приятно, что я здесь вижу и своих одногруппников, однокурсников, и людей, просто заинтересованных наукой и именно обсуждающих ее в таком формате с какими-то живыми примерами. А как глава научного отдела и как именно член нашего факультета, я хочу сказать, что ваши старания, ваши все доклады, они не напрасны. Во-первых, это не только повышение эрудированности собственной, эрудированности других людей, но и погружение в науку. А во-вторых, как приятный бонус, я сегодня это обговорила
и с председателем студсовета, и с деканатом будет точно, как маленький бонус, часы практики. Немножко, но чуть-чуть часов практики выступающим с докладами, и в перспективе тоже это еще обговаривается с деканом. Если мы выйдем на более серьезный уровень научных дискуссий, то, возможно, еще какие-то благодарственные письма, и вот в этом ключе развития. Большое спасибо всем, что поучаствовали. Я знаю, что на данный момент уже не так много участников осталось, но было еще больше. Очень приятно. Спасибо большое. Еще раз большое спасибо Максиму за то, что принял участие. Помню про опрос. Обязательно новость появится. Она будет разослана не только, она будет опубликована не только в нашей группе, но также будет разослана всем студентам. Поэтому постараемся собрать максимальную аудиторию. Спасибо большое. Наверное, самое время сказать до новых встреч и успехов нам. Да, спасибо большое. Спасибо. Очень позитивное, актуальное мероприятие. Всем глобального и личного устойчивого развития. Спасибо.